Друзья, всем привет! Сегодня хочу поделиться с вами моим самым любимым простым рецептом пирога, который делается очень просто и быстро. Вы можете подумать, ну я знаю этот рецепт, это ж вроде обычный насыпной тертый пирог. Да, это так, но есть маленький нюанс, который в разы сокращает время приготовления, и я, конечно же, вам о нем расскажу. Я буду готовить этот пирог с голубикой. Рецепт максимально универсальный, который можно готовить и с ягодами, и с фруктами, как свежими, так и замороженными. Начинка для пирога подготавливается очень быстро. К ягоде нужно добавить кукурузный крахмал и немного сахара. Если у вас фрукты или ягоды сладкие, то сахар можно вообще не добавлять. Для баланса вкуса ягоды можно сбрызнуть лимонным соком. Теперь готовим тесто. Пшеничную муку обязательно нужно просеять. Напоминаю, что все ингредиенты, их количество я всегда оставляю в описании под видео. Теперь самое время достать сливочное масло из холодильника. Лучше всего на минут 10-15 отправить его в морозильную камеру. Нужно его перетереть вместе с мукой. Тесто для одного пирога я практически всегда делаю с помощью терки. Но если у вас есть кухонный процессор, вы можете измельчить масло с мукой в нем, либо же в стационарном миксере, используя насадку весло. Теперь из масла и муки нужно сделать крошку. Главное, не переусердствуйте, долго вымешивать не нужно, чтобы масло меньше соприкасалось с руками. Самое время добавить сахар и распределить его по всей массе. После того, как добавили сахар, осталось добавить одно яйцо и также все хорошенько перемешать. Ложкой перемешивать не совсем удобно, поэтому используйте свои руки. Особенность этого рецепта в том, что не нужно собирать тесто в единый комок. Именно в этом весь нюанс. Тесто должно остаться рыхлым и неоднородным. Мы это тесто будем использовать сразу и не будем отправлять его в холодильник. Теперь 2/3 теста нужно выложить в форму. Я использую вот такую железную рамку 20 на 20 сантиметров. Но вы можете использовать любую круглую разъемную форму. Главное проложить ее пергаментной бумагой. Эту часть теста нужно распределить по всей форме и слегка утрамбовать. Для удобства я использую вот такую изогнутую ложку. Вы можете использовать любой предмет или стакан с плоским дном. Ну а теперь сверху на тесто выкладываем начинку и распределяем ее по всей форме. Теперь оставшееся тесто выкладывайте сверху на ягоды. Постарайтесь распределить всю эту крошку равномерно. По желанию можно посыпать сверху пирог миндальными лепестками. Вкус пирога будет еще интереснее. Также не забудьте присыпать пирог сверху сахаром. Как вы могли заметить, в начинку я добавляла коричневый сахар, сейчас тоже. Но в само тесто я добавляла белый. Вы можете добавлять любой сахар по вашему желанию. Отправляйте пирог в разогретую до 175 градусов духовку, примерно на 40 минут. Режим вверх-вниз. Готовый пирог обязательно должен остыть в форме. Ну а теперь можно наслаждаться этим вкусным и очень быстрым пирогом. Вкус и аромат лета максимальный. Рецепт проще не бывает. Сохраняйте его в своей закладке. Не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на мой канал. Спасибо, что смотрите. Всем пока!